У меня руки были черные, много шрамов. Я сам начал с того, что перемешивал бетон, крутил гипсокартон. Учтите, если вы везете продукцию без ЦЕ, это будет чревато последствиями. Это современный завод, который может абсолютно все выдать по металлоконструкциям. Неудачное решение на тот момент удачное. Она просто устарела. Вы являетесь самым крупным нашим заказчиком. Я еду на фабрику металлоконструкции, где мы снимем очень интересный материал, как закаляют металл, как цинкуют металл, как его красят порошковой окраской. Покажем, расскажем, где применяется. Абсолютно все, что сделано с металла, можно заказать на этой фабрике. Это фабрика, которая занимается металлоконструкциями абсолютно любыми, которые вы применяете в строительстве. Это ограждение балконов, ограждение лестниц, пожарные лестницы металлические. Абсолютно все, что вам нужно из металла, это можно заказать, спроектировать, выкрасить и поставить в Германию. Мы общаемся с одним из собственников предприятия, которое занимается металлообработкой. Фамильный бизнес, который на протяжении 20 лет успешно развивается и работает в этом направлении. Здесь металла производят абсолютно все. И мы хотим спросить у Артура. Артур, сколько лет вашему предприятию? Как это все начиналось? Нашему предприятию больше 20 лет, это точнее 21 год и сколько-то там месяцев уже. Начиналось все, скажем так, во дворе. Возле дома начали производить забор. Соседу, себе, так дальше. И пошло-поехало возрастать. Сарафанное радио сработало. Один клиент заказал, за собой потянул другого. Раньше этого интернета такого как бы не было. Друг другу находили, заказывали, росли. Нужно было растить и площадь для производства. Изначально площадь была около 1000 квадратов, как бы хватало, оказалось много, потом 2000 квадратов. Сейчас мы находимся в такой, где 4000 уже мало. У вас сейчас производственные площадя около 4000. Да, 4000, плюс еще территории, ту же самую фуру принять, разгрузить, загрузить. На улице еще дополнительно бетонная площадка, еще на 5-6 тысяч квадратов. Сколько вся территория занимает? Грубо говоря, наверное, около 20 тысяч. Немало. Сколько сотрудников у вас работает на предприятии? На данный момент около 40. Около 40 сотрудников в одну смену или? Стараемся все делать в одну дневную смену, но бывает, когда неотложные варианты, срочные проекты, организуем тогда 2 смены. Это касается в основном лазерных работ, заготовок, но сварочные работы чаще всего успеваем в одну смену и, соответственно, производится, красится все в одних руках и отсылается. Чаще всего надо заготовки, финиш, паковка, покраска. Вот тут 2 смены. Насколько часто вы меняете кадры или это более постоянные люди? Чаще всего работают более постоянные люди, приходят новые, и если их не устраивает что-то, они там меняются. Это буквально там месяц человеку стоит определиться, это его, не его. Все равно здесь Литва, рынок такой сравнительно по металлообработке, не сказал бы, что большой. А все основные металлы, скажем так, изделия, как корабли и так дальше, они варятся при портовых городах, то там довольно серьезная цеха. Здесь, скажем, контингент людей надо выучивать. А те, кто не работавший, тут надо понять, ему надо или не надо здесь быть. А сколько людей у вас работают конкретно офисную работу делают? Офисную работу без нас, скажем так, 5 человек. Да. Мы здесь занимаемся металлоконструкциями вплоть от заборных каких-то элементов до больших металлических изделий, крупногабаритных. У нас так большой, грузоподъемность кранов там 10 тонн выше, сварочные работы все, и от процесса производства, покраски до отправки все с одних рук.
Эта фабрика абсолютно закрывает любые вопросы, которые касаются металлических изделий. Будь это какие-то закладные на фасаде, либо это лестница, которая пожарная на 7-8 этажей, винтовая лестница. Фабрика может это закрыть полностью по требованиям компании и по проекту компании. У вас семейный бизнес. Как вы распределяете роли? Вот чем занимаешься ты, чем занимается брат, чем занимается отец, либо это как-то у вас... Да, ну, скажем, каждый нашел себя в процессе того же самого производства. Я начинал тоже, скажем так, с черной работы, как бы и все мы тут. Отец начал ковать, отец начал варить, вырос, у него там начали появляться рабочие другие, которые исполняли эту черную работу, у него общение с клиентом. Мы, опять же, учили в школе, не работали, выросли до производительного процесса, где надо было уже искать работу или, опять же, идти сюда работать. Здесь не было лаком крыта дорога наша, скажем. У меня руки были черные, много шрамов. Всю черную работу мы переделали сами. Мы знаем, что можно требовать с того же самого работника и какие цели можно ему ставить. И опираясь на свой опыт, я знаю, как это должна быть работа сделана, и нас, скажем, не обманешь в этом случае. То же самое контроль качества. Я учился на инженера-сварщика. Я понимаю тебя, Артур, я понимаю, как ты проходил этот путь. Я сам начал с того, что перемешивал бетон, крутил гипсокартон, потом работал прорабом, потом открыл строительную компанию. И сейчас у меня девелоперская компания. Мы строим дома в центре городов, в Берлине. Что это за цех? Что мы тут делаем? Будет автоматическая покрасочная линия порошковой покраски. И здесь вплоть полная подготовка, термическая обработка, просушка, покраска и полимеризация будет происходить. То есть, а как, откуда начинается, где берется металл? Начинаться будет процесс сам, скажем, с середины развешивания здесь. Поднимается, едет, мойка, просушка, покраска и потом уже полимеризация и опять Металл снимается. вот здесь вот Да, отсюда, оттуда идет. Про автоматическую линию, что это за автомат, как он работает? Люди будут развешивать изделия, мойка, вся химическая обработка, все автоматически проходит. От человека уже мало что зависит, только сам присмотр самих, скажем, процессов. Просушка, покрытие тоже автоматическое будет. Люди только досматривают труднодоступные места, где надо будет дополнительно что-то задуть. И опять же у нас проходит через полимеризацию, возвращается к тем же самым людям, кто развешивает, начинает снимать и готовить к отправке. А скажите, а где у вас происходит вот такие интересные изделия, где вы их производите? Вот этот будет трубогиб, 3D полностью Это загибает. 3D трубогиб, который гнет трубы так, как вам надо. Да, автоматически полностью закладывается чертеж, параметры, и можем линию пускать полностью, все изделия будут одинаковые. Все можно делать на соединениях, какие-то папка-мамка, всунули, То есть это можно, да, на месте соединять. собрали и все. Главное создать соответствующую 3D-лестницу и на нем уже делать. Этот завод работает не только на строительную промышленность, еще для автомобильной промышленности делает вот эти детальки. Для чего они используются? Это соединительные трубки, сюда шланги одевают, закрепляются муфты, и все. Охлаждение, кондиционеры, все подключается уже через эти трубки. Здесь соединение хорошее. То есть любую деталь мы можем здесь заказать, которая вам нужна, но, скорее всего, больше в серийном, в объемном размере. То, что мы увидели в цеху, очень часто меняете, обновляете оборудование. Насколько действительно часто, расскажите, вы меняете оборудование и для чего, с какой целью? Начало в основном произошел этот перелом, это по европейским проектам финансирования. Так дальше у нас первые станки это были плазменные CNC станки, гибочные, имею в виду листогиб. Но потом, соответственно, идти в ногу со временем и меньше зависит от человеческого фактора.
Надо было нам инвестировать в лазерные станки, более масштабные производства брать на реализацию, ускорять, скажем, процессы рабочие. Все это происходит в обновлении всех технологий в станках. Сейчас, допустим, этот плазменный станок, он уже стоит, его никто не потребляет. Плазменный станок столько не выдавал качества, сколько сейчас лазерные станки выдают, и та же самая скорость самого обработки этого металла. К каким технологиям вы стремитесь? То есть какая-то программа по конструктору, по заказу, по приему заказов вы вот начали рассказывать? Да, прием заказов, опять же, это будет осуществляться в процессе создания интернет-магазина. В интернет-магазине будет клиент заходить, выбирать нужное ему какое-то стандартное изделие, там, где он может регулировать свои какие-то размеры, выдавать нужные конфигурации заполнения, цвета, чтобы все предельно ясно для самого клиента, и потом изделие уже выдается как запрос для нас. Мы видим уже все процессы нужные, соответственно, цена будет выдаваться прямо чуть ли не онлайн уже для самого клиента. Когда фидбэк. вы планируете запустить? Я думаю, до конца этого года уже все работы начнут происходить, и тут уже, скажем, в начале другого года и в процессе, я не знаю, насколько это время должно уйти. Опять же, тут у нас на автоматизацию это всего оформление всех этих процессов, но как бы той компании, кто этим будет заниматься, у них опыт есть с этим делом. А вы это будете запускать как направление или как помощь уже для существующего производства? Или это будет как направление, то есть это будут приниматься заказы там, от 2, от 3 деталей, либо от 50 деталей, и этим будет, допустим, заниматься отдельный цех? Или... Как будет производиться все в этом цеху, тут только что будет искаться еще независимо существующих клиентов, чтобы новые клиенты видели бы возможности, соответственно, пока для теста хватит там 1-2 заказ, который оформится как надо, а потом уже можно будет лимиты выставить, насколько нужно загружать это производство, чтобы видно было. Опять же, ведется программа выдаст, какие максимумы мы можем сделать, мы это будем видеть, и это можно будет декларировать, показать. Здесь у нас в основном пару станков стоят токарно-фрезеровочные. Если какие-то работы, скажем, тоже можно использовать. Плюс еще есть резьбо-нарезные станочки. Тоже автоматически, быстро и качественно делает, можно настраивать на любой размер. Если надо резьбу нарезать, любые мечики можно нарезать. И она не сломает мечик. Вырезается, дырка сверлится, и потом идет уже, сюда будет резьба нарезаться. Это перила для крыши. Здесь проходит труба, то есть это как крепление. Если тоже видели на береговых линиях, кстати, я видел такие крепления, очень круто смотрится. И все у нас производится, то есть полностью лазерная резка, подготовка, обработка. Отсылаем на завод для оцинкования, возвращается к нам покраска, отсылаем, пакуем, отсылаем. Здесь у нас как бы еще происходит нанесение цинка. Все сертификаты всех материалов есть, все у него проволока заказывается. Вот да, то есть с этого изделия пескоструется, цинкуется и идет на покраску. Очень качественное покрытие. Это после вот этого цеха, где металл очищается, пескоструется, потом он цинкуется. И получается вот такой вариант. И после этого он уходит на покраску. Да, на покраску. И здесь хорошее свойство для покраски цепки. Она покрывается, и то есть выравнивается сама покраска, и все хорошо держится. Потому что есть проблема с горячим цинком. Краска не хочет держаться на цинке, если его никак по-другому не обработать. То есть через 3-4 года чаще всего начинается в каких местах отслаивание краски. С этим же процессом она прилипает настолько твердо, что ее отодрать это уже вместе с цинком надо. Да. У клиента в Норвегии бетонная лестничная клетка выходит. И надо было придумать какой шаблон. То есть мы сделали бетономакет, типа это бетон, по этому радиусу выгнули и здесь по месту уже собирали. Клиенту только отсылали уже перила,
он ставит, и все у него отлично совпадает. То есть вот этот станок, это получается Вальцовка профильного листа, ну то есть листа. столы, на которых производится полностью продукция, это немецкое оборудование. Эти столы, вот эти столы, что очень важно для качества изделия. Большие какие-то изделия можно раздвинуть, как удобно для конструкции, раздвинуть, собрать, и оно будет нормальной геометрии, то есть у нее плоскость, все Они модульные, да? То Да. есть их можно сделать Мы больше. раздвигали строительные конструкции до 20 метров. Что бы вы хотели добавить производственные какие-то моменты? Чем вы отличаетесь по качеству, допустим, в 3 словах? Это покраска, автоматизация и конфигуратор. Ну, опять же, у нас все процессы производства сертифицированы. У нас Execution класс 3, 1090 стандарт. То есть все документы, декларации выписываются соответственно как надо. То есть у вас есть CE-сертификат. Да. Для тех, кто не знает, это европейский сертификат, который нужен для сдачи при ведении документации. Он нужен для всех властей абсолютно везде, в каждой инстанции официальной нужен CE-сертификат. Это очень важно. Учтите, если вы везете продукцию без CE, это будет чревато последствиями. Скажите о дальнейших планах, ближайшие, допустим, год-два и 10 лет. Замена оборудования, пополнять более квалифицированного инженерного состава, чтобы он то же самое обслуживал бы это оборудование и контролировал бы процесс самого производства. Ну, то есть будут какие-то сектора, там лазерная покраска, и чтобы уже конкретно программа считала бы процессы производства, сколько это займет время. Люди, соответственно, вводили бы всю информацию, следили бы за качеством. Процесс был бы виден от получения заказа. Заказ получили, программа рассчитала все процессы, которые должна пройти через производство, и выдала бы лимит времени, во что надо уложиться, чтобы не опаздывали бы со сроками, и плюс планировался бы на каждый центр свое время рабочее. Сейчас у вас завод находится в одной части Литвы, может, это нужно будет в Клайпеде, еще один завод, или построить новые Нет, здесь было бы тяжело сконтролировать как самим. Мы там все равно и здесь работаем, здесь смотрим, здесь чувствуем этот завод, как он дышит и что ему надо пополнять. Если раскидывать по нескольким участкам, здесь вот уже новый этап, скажем так, которого надо было бы пережить и понять, что, как это чувствовалось бы. Здесь у нас идет лазерная резка, подготовка всех изделий к дальнейшей сварке, дальнейших работ. Скажем, это в основном заготовка с листового металла происходит. И здесь мы можем резать вплоть до 40 мм толщиной металл. То есть у нас 12 киловатт, 6 киловатт лазер стоит. Скажем, если есть какая-то поломка с оборудованием, у нас есть всегда запасной лазер, там где мы можем резать. Вот это, да? Да. У нас есть 4 лазера. Есть 2 2-киловаттных и один 6 и еще 12 киловатт. Это современный завод, который может абсолютно все выдать по металлоконструкциям. Я удивлен этим масштабом, удивлен качеству, удивлен подходу. Чаще всего, когда это семейный бизнес, так и происходит. Это комфортно, это качественно и отношение к клиенту абсолютно человеческое. Здесь у нас трубные лазера, трубное производство, имею в виду то, что отверстие 10 на 10 квадратов, можем до 200 диаметром трубу порезать. Все отверстия, маркировка, все производится на одном станке, все делает, скажем, конструктор, расчерчивает, дает задание, выполняют уже работники, все складывают, отсылают на дальнейшую сборку. Можно собрать какие-то сборные перила, где будет все скручиваться на болтах каких-то, и оно будет здесь произведено независимость от человека. Все будет программно. Автоматически Да. можно. Программа сделали, запустили какой-то шаблон, проверили, все хорошо, запустили всю серию. И не будет никакого отклонения, потому что лазер довольно точно все отверстия вырезает, то есть погрешность ее 0,01 миллиметра.
У нас бывает загруженность, то, что надо работать 24 часа в сутки, и все 4 станка могут работать. Вы довольно-таки готовы к большим объемам. Да. И, В это инвестирование идет то, что мы не были бы зависимы от одного какого-то станка. У нас должно быть в запасе, если что-то останавливается, мы можем играть с временем. То есть это удобно для клиента, что он дает в руки, и он не боится, клиент, что у него, если у него большой заказ, у него будет потеря от производителя, да, то, что где-то что-то остановилось. У людей стоит вот 4 станка, 2 для того, что если этот сломался, абсолютно другой станок выполнил этот заказ, и вы не страдаете по срокам. Это очень большой респект этой фабрике, что они инвестируют не только в качество, они инвестируют во время людей. То есть фирма, которая размещает здесь заказ, она может быть уверена в своих сроках. И я могу это подтвердить. Я лично сделал здесь около 4-5 заказов. Мне все пришло вовремя, окрашено, без единого скола. Никаких вопросов, никаких проблем у меня к этому заказу не было. Самое технологичное, самое удачное и самое прибыльное решение, которое вот до сих пор вот сегодня оно еще работает. Вот, допустим, какой-то станок вы взяли, и вот он производит такую продукцию, и она является топом, она является лидером производства. Есть такие решения? Да, тут любой станок, где меньше человеческой работы, вот там самое хорошее решение. Это есть решение. Чем больше, да, автоматизации в тех же самых процессах, дырка, сверление, загибки, еще чего-то, чем меньше людей, чем лучше качество и быстрее процесс. Супер. Теперь перекрутим в обратном смысле. Самое неудачное решение за историю вашей работы в вашем предприятии. Ну, твое мнение. Купили станок, и он не заработал. Вот стоит, вот, допустим, как вы говорили, гибочный станок, где нужны много людей, Да. Турецкого производства. Который... Опять же, неудачное решение, оно на тот момент удачное, оно просто устарело на теперешний момент. Это устаревшее решение. Оно отработало свое, все хорошо, все прекрасно, там ничего такого нету. Оно меняется, технологии растут, станок останавливается, он, соответственно, какое-то время стоит, не нравится, он продается. Процессы производства растут по нужностям. Нам надо что-то больше сделать, мы смотрим или станок новый, или как этот станок старый можно модернизировать. Если его нельзя ничего всего сделать, его надо продавать, разбирать. Скажите, ваши преимущества перед конкурентами. Чем вы лучше, чем вы их опережаете? Качеством, скоростью, общением с клиентами? На конкурентов стараемся не смотреть как конкуренты, а как партнеры. Каждый друг другу может чем-то помочь. Тут второй вопрос. У нас есть, скажем, металл приехал, мы можем сделать его от А до Я. Порезать, загнуть, сварить, покрасить и выслать клиенту уже готовый результат. Все с одних рук. Здесь вот есть такое преимущество. Есть какие-то, допустим, CNC. Этот запрос мы можем то же самому клиенту. А мы что можем это значит? обратиться. CNC это под градусом? Опять же, это станок для деталей точной обработки, как фрезеровка. Ну, пока мы еще не видим смысла его у себя оставить. Много денег стоит, но у нас есть компаньоны, которые мы можем выслать, он нам опять же сделает, и мы готовый продукт там дальше опять продолжили. Сварили, покрасили, отправили. Раз мы проговорили про клиента, про конкурентов, скажите, на какие рынки вы работаете, на какие страны? До 2020 года в основном работали литовские рынки, были литовские строители. После 2020 начали ставить оборудование новое и начали искать еще где-то. Скандинавы пошли. Скандинавия, все страны. Да, Норвегия, Шведия и Финляндия. В Европу пошли. Германия. А скажите, для Германии кто у вас самый крупный заказчик? В основном пока что вы являетесь самым крупным нашим заказчиком. Это очень приятно. Дорогие подписчики, даже у такой крупной, мощной фабрики моя компания является самым крупным заказчиком по Германии. Очень приятно это слышать. И благодаря вам, если вы будете заказывать
через нашу программу, через нашу систему, эту продукцию у этого прекрасного фамильного производства Германия станет довольно-таки большим рынком конкретно для собственников. Я хочу добавить, что ценообразование в этой компании гораздо дешевле, чем в немецких компаниях, чем, я бы сказал, даже в польских компаниях. Если с польскими компаниями намного сложнее работать, цены однозначно лучше в литовских компаниях и конкретно в этой компании. А по качеству, я бы сказал, тут даже сравнивать нечего. Здесь мы пришли в металлогибочный лазерный цех. Здесь идет 2-киловаттные два слабеньких лазера, которые в основном мы режем до 6 мм толщиной. И плюс то, что здесь сразу идет загибка изделий. Опять есть 4-5 станков на случай того, если разместить большой заказ, можно запустить дополнительное оборудование, дополнительные станки. Листовой металл гнется, и любые кронштейны, чтобы уменьшить сварочных швов, было бы только загибочно. Где-то что-то прихватить. Это избегается тогда термическое повреждение металла. Никогда металл не утянет, он загнутый, у него углы, все жестко стоит. 4 метра, 1,5 метра и 3-метровый станок. То есть до 4 метров мы можем спокойно загибать. А этот красивый зеленый... Это еще один лазер. Вот сейчас что вот происходит? Да, это здесь... опять же загиб идет, да? Да, загиб омега. Омега столбы, они сейчас в основном идут на заграждение объекта подрядчика. А еще омеги гнутся в основном на строительные полы. Допустим, есть балки, и вместо деревянных лагов, сейчас сделали в магазине, просили металлические. То опять же цинкованная жесть, вырезали на лазере, согнули, отправили, смонтировали, никаких проблем. Все, качество здесь на месте, все с одних рук, все выходит, обратно не возвращается. Очень интересно, собственники придумали свой ноу-хау. Это для того, чтобы зафиксировать какую-то деталь, и она не ходила вправо-влево. Вызывает уважение, потому что люди не только закупают, они сами сделали, сами вырезали, и, пожалуйста, оно работает. Здесь у нас еще есть немаловажный станочек, так скажем, резьбу заклепывать. Бывают кронштейны, где надо, чтобы было бы крепление. Резьба заклепывается, не варится, и она держится отлично. То есть деталь загнута, заклепали, отдали на покраску. Очень качественно, даже не понимаешь, что это здесь как-то закреплено, просто без сварки, без этого как-то вмонтировано. Такое ощущение, что приклеено. Вот этим станком, вот этим мы изделие заклепали, и он намного себя оправдывал. Не надо никакой сварки, заклепали, отдали, все красиво, культурно сделано. Теперь бы я хотел тебя спросить о нерабочих вопросах. Вот как ты проводишь время, семья, дети, есть ли дети, есть ли супруга, есть какие-то хобби, увлечения, то, что ты любишь? Да, у нас у всех есть семья, у меня недавно еще родился сын, то, Поздравляю. грубо говоря, 2 месяца назад как раз, теперь уже стукнуло. Моему уже годик, Да. но как бы тоже недавно. Вот у брата тоже дочка, сын. Дочка сейчас у него 1 класс пошла, так что там все счастливы, об семье обвевшись, и все хорошо. Есть к чему стремиться, к чему прогрессировать, и руки не опускать, чтобы производить, скажем, и получать с этого какой-то доход. Дети прибыль. тебя мотивируют? Ну, естественно, ты стараешься для них. Опять же, отец старался для нас, мы стараемся к ним, чтобы было бы, и все друг друга, скажем так, Любят поддерживаем. внуков, Да, купаются конечно, с ними, наверное, в бассейне. да. И как развиваешься, как отдыхаешь? Горнолыжные курорты навещаем, смотрим и развлекаемся. Где катаетесь? В основном был в Италии, во Франции, Норвегии. Находишь время для чтения каждый день или в основном на выходных? Нет, в основном какие-то курортные, скажем так. Самолеты, курорты, Да, да, что-то да. то, потому что сейчас
процессе производства здесь в основном работаешь больше 8 часов. Здесь домой приезжаешь, еще маленький ребенок, нету времени вообще. Как бы хотелось развивать детей, хотел бы, чтобы они тоже вашей И промышленности. у него будет возможность почувствовать, попробовать, как это понравится, не понравится, и дальше уже будет То есть видно, у него как есть он выбор. сам захочет. То есть здесь никто никого не заставлял, и мы сами пришли к этому, то, что мы здесь хотим быть, находиться и в этой сфере расти. Я вот хотел бы подрезюмировать и сказать, что прекрасно провели время, люди нам уделили внимание, мы показали производство, показали, как технологично производятся металлоконструкции. И хотел бы, чтобы Артур вот сказал для наших подписчиков сегодня, что если у нас будет ссылочка, люди будут заходить на ваше предприятие, как-то пытаться заказать какую-то продукцию. Чем вы берете? Тем, что у вас, допустим, качество обслуживания клиента, либо вы можете, как вы говорите, гибкий, можете все. Вот чем бы вы для наших подписчиков, наших, как говорится, коллег из Германии могли быть полезны? Если есть точки соприкосновения по каким-то заказам, общение, опять же, какие-то чертежи, встречи, может быть, и так дальше. Тут уже в процессе производства, решения проблем. Главное, чтобы заказчик знал, что он хочет, и на решение, как реализовать его проект, всегда найдется. Я прошел только что по всей фабрике. Собственники показали станки, собственники показали процессы. Я просто приятно удивлен масштабами, я приятно удивлен спецификой работы. То, что покупается 4 станка для того, чтобы 2 работало, как бы и 2 были резервные. Постоянная работа над качеством. Я работал с этой фабрикой около 6 лет, я здесь не был, я сейчас приятно удивлен. Артур, я очень благодарен за ваш теплый прием, за беседу, за экскурсию по производству и очень буду рад с вами сотрудничать далее. Мы сейчас находимся в Вильнюсе, на площади Гедемина. Кстати, это самая высокая телебашня в Европе. В Литве очень классные, креативные архитекторы, на самом деле. Вот этот дом стал моей визитной карточкой. Когда ты смотришь на это все, ты понимаешь, что это реально был спланированный правильный генплан этого города. Я работал в Одессе на мойке много лет назад, зарабатывал денежки, чтобы Галю в кино сводить.